Давайте поговоримо про найманих працівників. З чого формується їхня заробітна плата? Бо я чую, що багато людей не розуміють, що є заробітна плата, бруто, нето. Звичайно, хто досвідченіше, може, і вже розуміє, але тим не менш, ще менше людей розуміють, що потрібно платити податок на заробітну плату. І що це за сума, як її можна, чи можна її розрахувати, спланувати? Ну, тут очень все просто на самом деле. Во-первых, люди, у которых в Украине есть работники, они тоже понимают, что есть социальные страхования, которые сверху брутто зарплаты. Ошибка наших, она в том, что часто считают нетто зарплату, вообще обещают человеку нетто зарплату. В Нидерландах так нельзя, в Нидерландах все пишется в брутто, и вам нужно сразу понять, что ваша зарплата, которую вы оговариваете с сотрудником, это всегда брутто. К этому брутто есть обязательный 8% отпускных, то есть реально вы заплатите человеку почти 13 зарплат, 12,96, да? Что за 12 месяцев вы платите зарплату, несмотря на то, что он в отпуске, вы все равно платите ему зарплату, плюс еще этих 8% отпускные. Отпускные можно выплачивать как помесячно, так и раз в году. Обычно в мае их здесь выплачивают. Но вот у нас есть брутто зарплата, например, 3000, да? Из нее есть нетто, который получит человек, там, 2700 условных. Вот это удержанный с него подоходный налог, это не ваш налог, это налог, который человек заплатил со своего дохода в 3000. Вы являетесь просто агентом работодателя, который его передает в налоговую. Но кроме этих 3000 есть еще сверху социальные страхования, там, на безработицу, на инвалидность, на пенсионный. И эти около 30% сверху на брутто зарплату это то, что вам нужно закладывать в затраты на вашего работника. То есть у вас, получается, к вашим 3000 добавляете еще 900, добавите сначала 8% отпускных, и на все это вместе еще 30%, и это и будет ваши затраты, которые вы должны положить на работника, когда вы планируете. Кроме того, у вас еще может быть какое-нибудь возмещение проезда на работу. Это не обязательная вещь, но здесь очень распространено как дополнительный бонус, да. Плюс в этом том, что он не налогооблагаемый для работодателя. А яка сума максимальна? Сейчас уже до 25 центов за километр уже вот только что подняли в связи с войной в заливе. Было 21, потом 23, сейчас 25. Это максимум, который можно не налогооблагаемо возмещать. Если человек ездит на машине, если он ездит на общественном транспорте, соответственно, сколько он потратил на этот транспорт. Там ограничений нет, но там должно быть представлені документи. Ну, є якась сума, типу там 100, 150 чи 200 євро максимум в місяць? Чи немає цього обмеження? Это устанавливает работодатель. Работодатель может и больше платить, он может и 50 платить. Просто у него тогда со всего остального это будет считаться тоже как насчет зарплаты и, соответственно, со всеми вытекающими. То есть там ограничений нет, это именно между работником и работодателем на договоренности. Закон только устанавливает, что без налогов, а что с налогами. Когда вы считаете, вы должны понимать, что у вас будет вот этих 12,96 брутто зарплаты, плюс еще около 30% всяких социальных страхований, плюс еще рейскошты невозможно, если вы их будете платить, что опять-таки не обязательно. Вот. Если там еще у вас вы попадаете под коллективный трудовой договор, например, там вечерние смены или выходной у вас человек должен работать или еще что-то, тогда уже нужно читать этот договор, там тоже есть определенные обязательства. Например, там 150% нужно зарплаты платить или 200%, если в воскресенье человек работает. То есть там нужно всегда смотреть. Когда вы берете работника, вы должны понимать, что у вас сразу возникает много обязательств. Намного больше, чем у работника. Работнику просто он только работать вам должен. И то не всегда с этим справляется. Но работодатель, у него есть proof time, когда можно человека уволить, да, то есть пробный период. Опять-таки законом он установлен, что если у вас больше 6 месяцев, от 6 месяцев до 2 лет, у вас 1 месяц, вы можете, свыше 2 лет, можете 2 месяца брать. Все. Если он у вас уже прошел этот пробный период, и остался, дальше вы человека не можете уволить до окончания этого контракта, даже если он у вас плохо работает.
Я читала Трудовий кодекс, скажімо так, в перекладі, да, якісь окремі пункти про те, що якщо людина все ж таки не відповідає там чи порушує, то може роботодавець. Нет, есть такая вещь, как Unslaufen Food, называется как бы увольнение на месте. Мгм. Да? Это кража, пьяный пришел там, да, например, устроил какой-то дебош там или отказался от работы. То есть вот отказался выполнять свою работу, установленную у него в контракте. Вот я делать это не буду, да, вот он пришел, у него стоит, он уборщик, он должен убирать. Он говорит, я не буду убирать. Отказаться от той работы, которая не стоит в контракте, он может. Да? Но то, зачем он пришел, он отказаться от него не может. Поэтому формулировки в контракте зачастую стоят как делать должен то, и все вокруг этого, так как бы all around, да, то есть все стоит. И рядом ближайший функционал, потому что невозможно изначально прописать вот все, что будет делать, да. Ну, мы понимаем примерно, что если он там отвечает условно за порядок, то он и мусор и вынести, и то, и все это туда входит. Поэтому это вещи, когда можно сразу уволить человека. Но если он просто не справляется со своими обязанностями, да, например, он делает, но медленно, плохо делает, как попало делает, да, вы его просто на этом основании уволить не можете. А як бути тоді? Ну, от людина, скажімо так, користується цим моментом, да? Але виявилося нездатною виконувати свою роботу. Як бути? Вы можете с ним подать в УВФ заявку, что вот он не справляется. К вам пришлют коуча, который будет его смотреть, действительно ли он не справляется, потому что работник может сказать, нет, я все делаю хорошо. Да? Так же бывает. У вас будет спор. За это время как раз и контракт закончится на самом деле. Вот. Поэтому почему никто не дает сразу постоянных контрактов, всегда дают только временные контракты. И очень часто после истечения этих 3 временных контрактов, когда обязательство перейти на постоянный контракт, не продлевают его. Вот, чтобы не связывать себя руками и ногами, потому что для работодателя вот реально потом может оказаться сложность. Вот, а работник, в свою очередь, наоборот, хочет побыстрее добиться до этого постоянного контракта. То есть тут уже надо, конечно, очень внимательно смотреть. Розбиратися в мотивації в людей, в їхніх цілях і як це. То есть, за 3 года достаточный период для того, чтобы разобраться, что из себя человек представляет, хотите ли вы с ним дальше идти и так далее. Да? И, конечно, прописывать все условия очень подробно. И на этом точно не надо экономить, потому что трудовое законодательство здесь построено в пользу работника. Все работодатели должны это понимать. Работник имеет больше прав. Это как велосипедист всегда прав на дороге. Точно так же здесь работник у нас тоже в большинстве случаев прав. А що робити, якщо людина перестала відповідати своїм посадовим обов'язкам? Да? Або, наприклад, компанія швидко росте, динамічно. І люди, які є в компанії, вони не встигають за цим динамічним ростом. Нам що тепер не зростати? Договариваться. Як робити? Договариваться. То есть есть такая вещь, как увольнение по взаимной договоренности с инициативы работодателя. Это очень хороший вариант договора, потому что работник при таком договоре и будет иметь право на пособие по безработице, потому что это инициатива работодателя. И часто, когда там люди говорят, вот мне не хотят продлить контракт, или мне предлагают уволить, я бы и уволилась бы, но они хотят, чтобы я по собственному желанию запросила. Нет, идите, договаривайтесь, работник с работодателем, на таких условиях вы расстаетесь, да, там, через месяц, через 2, может быть, какая-то выплата там, да, бывает очень часто здесь ситуация, когда человек, например, получает 2 месяца зарплату там или месяц и не ходит на работу. Это в договоренности стоит. И все, он сидит дома, получает зарплату. Это вы как от него откупились вот таким образом. Это для примера сказала 2 месяца. Бывает очень по-разному. Бывает где-то там 3000 где-то договаривается, а где-то там какой-то ценный сотрудник давно работает на постоянном контракте. Там большая сумма может быть выплачена. Да? То есть все зависит уже от функционала, от богатости работодателя. И там же не только может быть несоответствие, это может быть конфликт, например. Да? Не сошлись характерами. Да, запросто. Да, поменяли менеджера, не спелись с новым менеджером, да, то есть много всяких разных может быть ситуаций. А чому роботодавці в цьому плані настільки обмежені? Это влияние левых, зеленых
У нас тут, в общем-то, в этом плане, можно сказать, социализм. То есть, поэтому, да, защищают тех, которых считают, что у них они самі себе захистити не можуть, а їх захищає закон. Ну, мені здається, що це моя суб'єктивна думка, що це породжує якраз безвідповідальність в якомусь плані. Мне кажется, что веками было как бы понятно, зачем человек работает, да, то есть если Мгм. ты пришел там, допустим, в кантовскую контору, да, то есть он начинает там простым там бухгалтером, потом он растет аккаунтантом, потом он становится помощником и либо ассистентом, либо партнером, да, то есть у него есть возможность дорасти до совладельца фирмы. И он в этом заинтересован. Это его карьера, которая видна сразу на 50 лет вперед, да, то есть человек приходит после института и туда идет благополучно. Нотариусы точно так же там. Но сейчас совсем другое время, да, то есть сейчас люди скачут, ездят между странами, работают удаленно и так далее. Где сейчас ты представишь человека, который после института пришел и до пенсии в одном месте работает? Да, да, такого уже нету. Но законодательство еще не успевает за этими быстрыми изменениями. То есть оно все еще рассчитано вот на то, что люди как-то их нужно поддерживать. Кроме того, есть еще такая вещь, как эксплуатация работников. Действительно, недобросовестные работодатели. Их, к сожалению, хватает, особенно после того, как расширилась Европа. Вот добавилась Восточная Европа, и у нас тут недобросовестных работодателей как-то сильно прибавилось. Ну, это мое личное, конечно, мнение, но у меня такое ощущение складывается, что сейчас все ужесточения, связанные с трудовым правом, в них все время идет именно вот об этом, о несправедливой эксплуатации работника. Если бы таких случаев не было, и они действительно есть, их действительно много, особенно все вот эти люди, которые через польские аузентбюро приезжают сюда, да, то есть он получил там какую-то рабочую визу в Польше, его сюда отправляют, он даже не знает, этот человек, что он попадает под голландское законодательство, как только начал работать на нашей территории Нидерландов, независимо от того, через кого он переехал, он попадает под голландское законодательство. Но его работодатель нет, он ему умудряется платить польскую зарплату, да, там, доставляет его работать, там, не знаю, 12 часов, еще что-то, то есть нарушая этим образом все, что можно нарушить. С этим борется постоянно. И вот, например, фиктивное предпринимательство – это из этой же серии. Мы знаем, украинцы, это, наверное, всех больная тема. Почему нужно разрешение на работу, если я хочу работать как ЗЗПР? Многие неправильно понимают эту трактовку. Именно работать как ЗЗПР. Вот это два сочетания, да, то есть предприниматель, он же предпринимает, а не работает. Да? Ну, так. Да? То есть, но если вы пришли на работу, и ваш работодатель говорит, пойдем-ка мы с тобой в торговую палату, зарегистрируем сейчас на тебя инванзак, и ты будешь просто ходить на работу, и я тебе просто твою зарплату буду платить по фактуре, а не как положено. То есть что у нас получается? Работодатель не платит социальное страхование, те самые вот эти 30 плюс, да, процентов. Вот. Если работник заболеет, например, он его не будет платить ему больничные, да, а он его может уволить в любой момент, да, то есть все вот эти трудовые законодательства, о которых мы только что говорили, вот эти все препоны от неправильной эксплуатации, на ЗЗПР они не действуют. И вот этот бедный несчастный работник, который вообще не потрудился даже узнать, как тут что-то работает, да, то есть его взяли за руку, повели, он ничего не знает, он поверил, что ему сказали, ему сказали, ой, если ты будешь работать на работе, смотри, вот твоя зарплата 3000, как-то на работе ты будешь 2600 мне чистыми получать, а тут мы тебе все 3 будем чистыми платить. Ой, как хорошо же, давайте же пойдем же, да, а то, что он все риски берет на себя и все равно заплатит свои налоги в конце, да, то есть он об этом вообще не думает и не знает. И вот именно для того, чтобы этого не было, вот это фиктивное предпринимательство, оно запрещено. Оно запрещено не только для украинцев, оно и для голландцев запрещено, да, то есть это общий закон, с который они перерабатывают уже, там, 5-я версия, вот они его начали, там, не помню в каком, 2012, по-моему, где-то там начали его равнять. Уже было несколько версий, вот сейчас у нас новая версия опять в обсуждении. Вот. Бороться у них плохо получается. Вот честно, что не придумают, все как-то не дает того результата, который надо. Но, тем не менее, да, если вы нанимаете себе предпринимателей, вы должны понимать, что при проверке
Арбейц-инспекция это проверяет, это не налоговая проверяет, не торговая палата, а Арбейц-инспекция проверяет, и она будет смотреть, действительно ли тот, кто у вас работает, является предпринимателем, или это все-таки фиктивный предприниматель, а на самом деле он ваш работник. Если она признает, что это работник, она, соответственно, все льготы предпринимательские снимет, социальное страхование все доначислит, штрафик 7 тысяч даст за каждого работника, ну и там все дальше будет, в общем, очень все грустно. Ну, да, краще не порушувати, але я сподіваюся, що це якось буде з часом регулюватися. Ну, хочеться в це вірити. Оно и регулируется. Проблема в том, что сами работодатели, которые мы говорим, недобросовестные работодатели, к сожалению, наши люди тоже становятся этими недобросовестными работодателями. Пусть даже не специально, то есть не понимая всей ответственности, не понимая все проблематики, которые они делают, когда они этих ЗЗПеров себе набирают. Он просто считает, что вот тут у него вот такой расход, а тут у него вот такой расход. И исходит исключительно из этой экономической выгоды. Ну, я, до речі, чула не один раз від тих, хто проживає тут давно, не тих, хто недавно, а тих, хто саме давно. І я кажу, не можна так. Вони кажуть, як не можна? Всі так працюють. Можна. Кажу, ви взагалі консультувалися, дізнавалися, ну, це не можна, це заборона, у вас буде штраф, треба змінювати. І люди щиро дивуються цій інформації. Ну, я скажу, я знаю немало голландских предпринимателей, которые прошли через банкротство исключительно из-за вот этого, из-за того, что брали к себе предпринимателей, не знали, как правильно, неправильно оформляли, не следили за тем, чтобы они являлись именно предпринимателями, именно с точки зрения экономии. И потом, когда вы, представьте себе, у вас работает, например, там, не знаю, вы строите объект, и у вас там работает 10 предпринимателей. 7 тысяч штрафа за каждого, плюс доначисления на все эти зарплаты там на 5 лет назад. И все, вы банкрот сразу же, вы понимаете? То есть с этим не шутят, да, то есть такие вещи, я не говорю, что нельзя вообще брать предпринимателей, можно, субподрядчики это нормальная вещь, то есть у каждого бизнеса есть какие-то субподрядчики, которых они берут. Ничего в этом страшного нет, но вам нужно знать, где есть риски, посчитать это, да, то есть проконсультироваться, просчитать, потому что тут вот точно не надо на этом экономить, потому что такая может вылезти сумма, что Буде печально. да, Да. вот, да. Угу. Позаботиться и сделать все по уму. Потому что даже и нанимать ЗЗПеров не запрещено. За них можно, то есть если вы платите за них страхование, их тоже можно нанимать. Это специально есть способ наема, opt-in называется, когда вы нанимаете ЗЗПеров. Очень много больниц так нанимают. Учителя так многие тоже работают, да, то есть он, например, весь год ходит на работу, преподает преподавателям, но он на самом деле ЗЗПером. То есть такие конструкции есть, они нормальные, но это не значит, что тогда этот работодатель полностью освобожден от всех соцстрахов. Он платит соцстрахи почти, что все там часть где-то процентов 70, но да, имеет другие плюсы, да, как раз то самое увольнение возможное. Я бы не исключала целиком это. Вот этот способ сейчас для украинских ЗЗПеров закрыт, но для всех остальных, да, неплохой вариант просто правильно оформить. В этой опции, кстати, очень мало где вообще написано. И Я в перший раз чую. никто, да, если очень порыться на торговой палате, он там есть на сайте, но, да, достаточно спрятанная информация, не знаю А почему. щоб дізнатися деталі, звертайтеся в НЛОХНЛ. Мы вам расскажем, детальная приходите, мы расскажем, как сделать все по уму. Вот. Клас. Я вам не говорю, не делайте, я вам просто говорю, что всегда просчитывайте риски и делайте с умом. Дякуємо, Світлана Кошик. А ви залишайте коментарі, залишайте свої запитання. Це дуже важливо для просування каналу.